Всем привет, друзья! Сегодня поделюсь своими мыслями по поводу сокета 2066. Есть ли смысл собирать на этом сокете компьютер? Если вкратце, то смысла собирать на этом сокете компьютер для игр нет. Для примера возьмем два процессора. Один будет i7-6950X на сокеты 2011-3. А второй i9-7920X на сокеты 2066. Материнская плата плюс процессор будут стоить в обоих случаях примерно одинаково, около 30 тысяч рублей. Производительность в играх будет одинаковая. А вот производительность в рабочих задачах у i9-7920X будет получше, примерно процентов на 15-20. И вроде бы получается смысл собирать компьютер есть на данном сокете, но не все так гладко. Процессоры на сокеты 2066 очень много потребляют электроэнергии. Если процессор i7-6950X в игре будет потреблять около 150 Вт электроэнергии, то в это время i9-7920X будет потреблять около 230 Вт. А в программе Prime 95 процессор i9-7920X будет потреблять больше 300 Вт в разгоне. И это уже становится проблемой, так как для этого процессора нужно покупать хорошее охлаждение плюс скальпировать сам процессор. По итогу все это выходит в кругленькую сумму. А если учесть, что оба этих процессора равны в игровых задачах, то ради чего все это? Также Xeon на сокеты 2066 не подходят для обычных материнских плат. Насколько мне известно, их можно устанавливать только в материнские платы с серверным чипсетом. Безусловно, рано или поздно мы перейдем на сокет 2066, так как он является логичным продолжением для таких как мы энтузиастов, халявщиков. Возможно, чуть позже на рынке появятся Xeon на данном сокете, и китайцы сделают под них свои материнки, и мы начнем потихоньку переходить на сокет 2066. Но пока рано об этом говорить. Материнских плат от китайцев на этот сокет нет. Да и Xeon на сокет 2066 стоят дороговато. А что вы думаете о данном сокете? Делитесь своими мыслями и предположениями в комментариях.